Привет, друзья! Ну что, поболтаем? Мои студенты и подписчики частенько задают такой вопрос. Почему, да господи, почему мне пыль в глаза летит, когда я снимаю видео? Вот этот вопрос. Что я делаю не так? Почему я занимаюсь русским языком? Учу грамматику, учу слова, уже знаю слов больше, чем носители языка, а все еще не могу понимать живой русский контент. Ну, например, смотрю сериал на русском языке и все, теряюсь, не могу следить за сюжетом, не могу следить за мыслью. Об этом сегодня с вами хочу поговорить. И хочу поделиться с вами своим личным опытом, как я изучала иностранный язык. Поговорим с вами о гипотезе Крашена, о методе Comprehensible Input. Потренируемся немножко, поупражняемся. Я попробую объяснить вам, почему же вы не понимаете русский язык. И главное, что же нужно сделать, что же нужно делать, чтобы начать его понимать. Сейчас дойдем до доски, и я вам кое-что покажу. Многие думают, что понимание напрямую зависит от словарного запаса. Чем больше слов я знаю, тем лучше я понимаю. Ну, скажем так, связь есть, конечно. Естественно, если вы знаете только 2 слова по-русски, наверное, вы будете плохо понимать носителя языка. Но, понимаете, вот проблема начинается, когда студент уже знает 500, 700, 1000 слов, и он все еще думает, ему пока еще рано смотреть контент на русском языке. Надо еще список слов. Надо выучить 2000, надо выучить 2500. И так до бесконечности. Все-таки я считаю, что понимание не равно словарный запас. Понимание зависит от того, как вы умеете узнавать уже знакомые слова в речи, в живой речи. Пример. Друзья, скажите мне, знаете ли вы вот это слово? Ну вот представим, что студент видел это слово, и у него где-то там в карточках на телефоне или в тетради записано это слово, да, и вот здесь вот записан перевод этого слова, а потом он слышит поезд. Поезд. Просто посмотрите, как это слово выглядит, когда мы его пишем, и как оно звучит. Разные вещи. Ну, ладно, хорошо, с этим конфликтом еще можно как-то справиться. Мы поняли, что слово «поезд» мы слышим как «поезд» с глухими согласными в конце, а пишем или видим его, читаем как «поезд». Дальше, в каком-нибудь другом контексте студент слышит вот это. В поезде. Что это за фрукт такой? Что это за слово-то такое? Мы же должны слышать что-то там со звуками «ст» в конце. И что это за «ф» вообще? А оказывается, что это было в поезде. Оказывается, что просто предлог «в», да, звук «в» меняется на свою глухую пару «ф». И вот здесь в конце, из-за того, что это больше не последние звуки в слове, не происходит изменения на глухие пары, звуки остаются звонкими, да еще и смягчаются. Вот и получается «в поезде». Ладно, хорошо, этот процесс мы тоже как-то поняли. Ага, теперь мы будем узнавать и вот эту форму слова тоже. Но дальше студент начинает говорить с носителем языка, с носителем русского, и носитель русского, например, задает такой вопрос. А как тебе поезда в России? А как тебе поезда? Поезда в России. И вот тут студент вообще впадает в ступор. Подождите,
Это же было слово поезд. И мы там четко произносили «о». Мы ее писали, мы ее произносили. Ну, этот звук произносили. Хорошо, я смирился с тем, что происходит изменение согласных в конце слова, а потом не происходит. Но тут-то что случилось? Где «о» вообще? Где «о»? Почему ударение здесь? Слово вообще изменилось. Это я все к тому, что у нас вот одно слово. Вы можете его знать, вы можете записать его в тетради, оно может быть у вас там на карточках, в словарике. Но это слово в речи, в разных контекстах, в зависимости от того, в каком числе оно, в каком падеже, с каким предлогом, падает на него фразовое ударение или не падает, оно произносится по-разному. Понимание — это не про то, сколько именно слов вы знаете, а про то, как вы умеете их распознавать, узнавать в разных контекстах, в разных позициях. Наш мозг, вот конкретно ваш мозг сейчас, делает огромную работу, потому что вы слушаете меня, и вы пытаетесь узнать знакомые слова, соединить их вместе и понять, что я вообще хочу сказать вам. Вот, поэтому в следующий раз, когда вы не поймете носителя языка, или когда вы с досадой так, ай, как же так, я же знал это слово, я же учил это слово, почему я его не узнал, почему я его не понял? Подумайте о том, что проблема не в вас, это не с вами что-то не так. Проблема в том, что вы, возможно, тренировали не то, да? Вы учили слова в именительном падеже, в единственном числе, без всякого контекста. А нужно еще, по идее, тренировать, как они звучат в разных позициях. Еще хочется затронуть вопрос, нормально ли это вообще не понимать. Нормально ли это не понимать живую речь носителя языка? Нормально ли это, что вы сдали экзамен на уровень B2, но все еще не понимаете русские сериалы и фильмы? И я вам скажу, да, это нормально. Вообще понимание — это такой навык, а это именно навык, это скилл. Это не что-то это не теоретическое знание, это навык, очень практический навык. Его нужно тренировать. И это не такой навык, который либо есть, либо нет. Это целый спектр. Сегодня вы можете понимать лучше, а завтра вы устанете и будете понимать хуже того же самого носителя языка в том же самом контексте. Одну тему вы понимаете лучше, а когда носитель языка говорит на другую тему, вы перестаете понимать его так хорошо. И это все абсолютно нормально. И еще одна возможная проблема. Возможно, вы тренировали просто не ту версию русского языка. Я знаю, что очень многие застревают, долго сидят на учебной версии русского языка. Вот на тех аудиозаписях, которые прилагаются к учебникам. Там, где все артикулировано, медленно, четко. И, понимаете, проблема в том, что если там застрять вот на этом уровне, да, или вот на этом специфическом русском языке, то, конечно, настоящий, живой, такой невычищенный, не геномодифицированный русский язык будет казаться каким-то вообще другим языком, невозможным для понимания. К сожалению, сейчас вот этот slow Russian стал очень популярен. И почему я говорю «к сожалению»? Потому что многие застревают на нем и не двигаются дальше. Да, сейчас очень популярен метод Comprehensible Input, но все-таки этот метод заключается в том, что вы повышаете уровень сложности того языка, который вы слушаете. Понимаете? Постоянно немножко повышаете уровень сложности. Но это не значит, что мы
сидим несколько лет на медленном геномодифицированном русском языке. Да, конечно, я не могу спорить с тем, что если вы совсем ничего не понимаете, испытываете бесконечный стресс, стыд, раздражение, то изучать русский язык очень сложно. И там ваш мозг бедный скорее сгорит, чем запомнит что-то и будет эффективно использовать. С этим не могу спорить. Но это не значит, что мы должны постоянно давать мозгу только легкое, только вот эти простые углеводы, то, что очень понятно. Понимаете? Нужно постоянно повышать уровень сложности, и вы неизбежно однажды дойдете до уровня, где надо слушать носителей русского языка. И я все-таки считаю, что это нужно начинать делать как можно раньше. В общем, еще одна мысль, которой я хотела поделиться, что живой русский язык и медленный, учебный русский — это как два разных языка. И к этому надо привыкать. Я не говорю, что учебный русский язык плохой, он не нужен. Нет. Учебный русский язык нужен, полезен, важен на определенных этапах изучения языка. Например, в самом начале, когда мы отрабатываем базовую грамматику, нам важно, чтобы все, каждая деталь уложилась в голове. Но параллельно с учебным русским стоит тренировать, практиковать живой язык тоже. Давайте вместе прочитаем вот эти 3 фразы. Вот если вы будете слушать аудиозапись в учебнике на уровне А1, А2, то там будет что-то такое. Что ты делал? Что ты делал? Или что ты делал? Что ты делал? Угу. В живой речи, если я не пытаюсь произносить это четко, я могу, сказать, что ты делал? Что ты делал? Вы скажете, а где тут вообще «ы», а где тут вообще вот этот гласный звук? А вот тут что происходит? А вот так, друзья, а вот так. Надо уметь узнавать слова, несмотря на редукции. Вот. И это навык, который реально можно натренировать. Давайте возьмем следующую фразу. По-учебному, да, вот так, чисто правильно. Это звучит: очень интересно. Очень интересно. В живой речи я могу сказать: очень интересно. Очень интересно. Это вообще что? Мне нравится. Угу. Мне нравится. Ну так, все понятно, конечно, да? А что, если я вам скажу: не нравится? Не нравится. Как-то очень-очень неясно произносится. Вот здесь вроде есть ударение, но тоже звук какой-то такой нечеткий. Не нравится, не нравится. Тут есть ударение, хорошо, вроде слышно. А дальше опять вот этот «в» как-то не произносится. Вот здесь у нас «ц», потом какой-то редуцированный непонятный звук. Понимание живого языка – это не равно большой словарный запас. Даже имея не очень большой словарный запас, но умея узнавать слова в разных контекстах, несмотря на редукцию, да, понимая, как именно те или иные слова меняются в живой речи, можно понимать гораздо больше и именно живую русскую речь. Невозможно научиться понимать живую речь, слушая только медленную, только учебную, только вот эту понятную, законсервированную, артикулированную. К сожалению, я слишком часто слышу такую фразу:
мне еще слишком рано смотреть сериалы на русском. Мне рано. Мне это еще слишком сложно, равно мне рано. И также часто я слышу вопрос, а на каком уровне лучше начинать смотреть сериалы на русском? Мой искренний ответ, я боюсь, вам не понравится. Потому что я думаю, и я это уже говорила не раз, я думаю, что нужно начинать смотреть как можно раньше. Еще до официального изучения русского языка. Про причины, почему я так думаю, я говорила в других видео, а в этом видео мне хотелось бы порассуждать с вами про уровни владения языком. Деление на вот эти уровни А1, А2, Б1 и так далее, это полезно, нужно и важно преподавателям и авторам учебных пособий, авторам экзаменационных материалов. Это деление полезно, когда вы готовитесь к какому-то экзамену. Но если люди просто изучают русский язык, причем даже не для экзамена какого-то, а для своей личной цели какой-то другой, то вот это деление на уровне, оно, с одной стороны, может мотивировать. Ты воспринимаешь это как следующий этап, такая игра. Но с другой стороны, многие используют его, я это вижу просто на своей практике, что многие используют это деление, эти уровни для того, чтобы придумать себе причину, почему мне еще рано смотреть сериалы, фильмы на языке оригинала. Есть несколько видов речевой деятельности. Например, мы можем понимать на уровне А2, а писать на уровне B1, а читать на уровне C1. Поделюсь с вами личной историей, как я учила английский язык. Я начала изучать английский, когда я была в 1 классе в школе, то есть с 7 лет. У меня хорошо получалось в школе. Я участвовала в олимпиадах по английскому языку, я очень хорошо сдала экзамен. Вся моя база знаний по английскому языку, это все идет со школы. Это все я узнала в школе. И когда я училась в университете, по-моему, курсе на 2, нам нужно было сдавать экзамен IELTS. И я его сдала, если я хорошо помню, на 8,5 баллов. И это вообще уровень C1 по английскому языку. Но, как вы понимаете, есть одно но. Будучи в университете, я не могла смотреть сериалы на английском языке. Без субтитров и без перевода. Я не могла просто взять и расслабиться, наслаждаться, понимать все, смеяться над шутками. В какой-то момент мне это надоело. Это было уже после университета. Тогда, я помню, муж мне предложил посмотреть какой-то фильм на английском языке. А у него есть привычка, и она уже давно была, у него такая привычка смотреть фильмы на языке оригинала. И он предложил мне тоже так посмотреть. И первые несколько фильмов у меня не получалось досматривать до конца, потому что я не понимала. Я не понимала, и меня это очень раздражало. Да, то есть я сижу такая вся умная, с высокими баллами, с уровнем якобы C1, а он действительно, да, там, может быть, по грамматике у меня уровень C1 был, да, но по навыку понимания живой речи это не был уровень C1. Мы пытались смотреть с субтитрами, но проблема в том, что я не люблю субтитры, потому что мне хочется фокусироваться на картинке, а тут нужно читать, и читать быстро, и успевать, и, в общем, у меня это не получается. Я понимала, что если я не начну это делать, если я не буду это делать, то прогресса никакого не будет. Я так и не буду понимать живую речь.
Ну и вот постепенно я начала развивать этот навык понимания живой речи. Я эпизодически начала заниматься своим американским произношением, смотреть контент, благо для изучения английского языка на Ютубе огромное количество контента, и есть даже видеоразборы живого английского языка. Постепенно, знаете, это произошло не в одночасье, не за 1 месяц и не за 1 год, наверное. Но сейчас я смотрю сериалы. Если это американский сериал, то я смотрю его на английском языке, без субтитров. И я понимаю, что там происходит, и мне смешно, если там какая-то шутка, если я что-то не понимаю, я не нервничаю, не переворачиваю компьютер, не останавливаю сериал и не убегаю. Чтобы понимать живую речь носителей языка, нужно учиться понимать живую речь носителей языка. А живая речь носителей, она, знаете, не поддается, или далеко не всегда поддается строгому делению на уровне. И по своему опыту, и по своим студентам тоже я видела, что не хватает какого-то мостика между учебным материалом, учебной аудиозаписью и живой неподготовленной речью носителей языка. Нету какого-то перехода. И вот где-то год-два назад я поняла, что нужен этот мостик, и я начала снимать видеоразборы отрывков из русских сериалов, шоу, фильмов, интервью. Этих видеоразборов накопилось уже 11 штук. И в декабре будет 12-е видео. Мы смотрим, что там происходит в реальной речи, почему очень интересно становится очень интересно, что там происходит во рту, в голове. Если это юмористическое шоу, то мы учимся понимать шутки, учимся читать, что написано между строк. Юмор понять — это вообще очень сложно, потому что это не только языковое явление, это еще и культурный феномен. Об этом мы тоже говорим в некоторых из видео. Как я сказала, в плейлисте 11, а будет 12 видео. Там есть, по-моему, 2 коротких видео по 10-15 минут. Но в основном это 20-30 минутные уроки, видеоразборы. Да? То есть всего это около 5 часов контента, разбора вместе со мной. Ну и вот так, знаете, видео за видео, минута за минутой, потихонечку. Не сразу, конечно, но потихонечку уходит страх скорости. То есть носители языка, да, они по-прежнему быстро говорят, но вот этот дикий страх и ощущение полной потерянности, растерянности, когда носители языка что-то там начинают быстро-быстро тараторить, это потихонечку уходит. Появляется ощущение, что я могу понимать живой русский контент и не ждать уровня C1 и C2. Учишься доверять своим ушам, тренируешь языковую догадку и вообще получаешь удовольствие от тех эпизодов, которые мы смотрим. Их можно вообще смотреть по-разному. Можно просто посмотреть видеоразбор со мной и остановиться на этом. Можно использовать тот фрагмент, который я предлагаю для shadowing тренировки, потому что я там повторяю одну и ту же фразу, одну и ту же строчку много-много раз, объясняю, как работает язык, как работает интонация. И можно повторять вместе со мной в этот момент. Можно по аналогии с моим разбором также разобрать какой-то другой эпизод, попробовать. Я решила тоже побаловать вас специальным предложением к Черной пятнице. Поэтому вся коллекция вот этих видеоразборов сейчас, начиная вот с этого дня, доступна по скидке 50%.
по промокоду BLACK. Вот, ссылку вы найдете в описании к этому видео. Это будет ссылка на Patreon. И там вы можете по промокоду приобрести коллекцию этих видео со скидкой 50%. И в декабре в эту коллекцию добавится еще одно 12-е видео. Если вы уже давно чувствуете, что вы как-то застряли на одном уровне, не можете продвинуться, не можете прыгнуть, не можете наконец перейти к живому контенту, к живой речи, или вы чувствуете, что вы сами говорите каким-то очень учебным русским языком, а хотели бы говорить более расслабленно и живо, то это прекрасная возможность вместе с моими видео, вместе со мной, с этими видеоразборами погрузиться в живой русский контент. И, кстати, в этот же день, тоже сегодня, стартует скидка на мой короткий курс Main Aspects of Russian Pronunciation, MAP. Тоже скидка 50% и тоже по промокоду BLACK. Это классная комбо, кстати, да. Если коллекция видеоразборов — это прямо живая практика на живом материале, то вот этот курс MAP — это та база, на которую вы можете опираться и к которой я постоянно отсылаю в своих видеоразборах. Вот такие вот у меня предложения, подарки для вас к Черной пятнице и к наступающим праздникам новогодним и рождественским. Это такой кайф, когда ты наконец начинаешь понимать живой язык. Не отказывайте себе в этом удовольствии. А я стараюсь вам в этом помогать. Всего вам доброго, друзья! Я буду рада вашим комментариям, вашим реакциям, вашим сообщениям. И увидимся с вами совсем скоро. Пока-пока.